Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня у меня продолжение работы. Буду декорировать юлу и сердечко. Я уже показывала некоторые процесс работы, но, возможно, кто-то для себя в этом уроке найдет что-то новое и отметит для себя что-то полезное. А сейчас приступим. Сегодня у меня в работе две заготовки. Это юла 8 сантиметров и сердце 8 сантиметров. Я уже подготовила некоторые материалы. Это вот вешалки. Для вешалок я использую ленту 3 миллиметра и 21-22 сантиметра. Подклеиваю на каждую заготовку. На заготовке из двух половинок я вот так подклеиваю внутрь. Чем-то холодным прижимаю и даю закрепиться. На эту же часть я подклеиваю кисточку. Кисточки на кисточку одеваю бусину и завязываю узел. Укладываю в заготовку. Укладываю так, чтобы здесь было практически вплотную. Наношу клей и даю закрепиться. И также вот эту веревочку я тоже подклеиваю на бок. Многие оставляют как есть, но бывает так, что на елке, когда много огней, вот это просвечивается, и она как бы вот там торчит чуть-чуть, ну, некрасиво смотрится. Вот я подклеила. Так, и теперь на сердечко. Так, надо будет подклеить пакетики, защищающие кисточку, чтобы случайно не уползли они. Вот также я подклеиваю на сердечко. Прижимаю, даю закрепиться. И подклеиваю веревочку. Нанесу клей на боковинку и подклею. Теперь нам осталось заготовки склеить вместе. Многие мне пишут, что у них не получается ровно склеить заготовки. Я всегда беру вот так, примеряю заготовку. Удерживаю пальцами вот так на боковинках, затем убираю и наношу клей вот так. Так, здесь аккуратно, чтобы на пальцы не нанесли клей. Вот таким образом. И теперь по низу вот так укладываю. Вот здесь пальчиками ощущаю, что все ровно. Вот здесь ровно, ровно. И посмотрите, как все идеально склеилось. Прижимаем, даем закрепиться. Если у вас где-то клей немного вылез, не трогаем, даем ему закрепиться. Также я поступаю с юлой. Наношу клей. У меня уже это все автоматом происходит. Вот, посмотрите, как все идеально. И теперь, когда у нас клей подсох, зачищаем. Вот так аккуратненько все подрезаем и убираем клей. Теперь я приклею ленту с петельками. Можно использовать простую ленту 5 миллиметров или любую другую. Начинаю подклеивать я вот снизу сердечко. Вымеряю необходимое количество мне, длину ленты и лишнее подрезаю. Даю закрепиться. Тем временем ленту поджигаю,
обрабатываю огнем, наношу клей и беру следующую заготовку. Вымеряю необходимую мне длину и снова лишнее подрезаю. Здесь ленту я буду прятать под колпачок. Я всегда работаю, делаю несколько игрушек, чтобы не терять время. Так получается намного быстрее. И теперь, когда у меня лента закрепилась, я просто отгибаю ее и наношу клей. Обычно я ее укладываю вот так на стол и сразу вот таким клеем наношу полностью клей на нее и подклеиваю. Здесь я подклею немного горячим клеем, чтобы ускорить работу. И также поступаю со второй стороны. И также поступаю со второй стороны. Юла у меня будет разделена на 4 части, поэтому подклеиваю следующую ленту под 90 градусов. И также начинаю от кисточки. Придерживаю пальцем, укладываю ленту, обрезаю лишнее. Выравниваю. Чтобы не ошибиться и все было ровно, применяю иголочки. Теперь ленту снова наношу клей на ленту и ровно подклеиваю. Здесь также применю горячий клей. И также поступаем с этой стороны. И теперь мне надо приклеить колпачок. Я немного его раздвигаю. И вешалку подклею под 45 градусов. Вот не вот так, иначе бы рисунок у меня здесь шел декор. А именно вот видите, как идет вот таким образом. Так как декор у меня будет на одной из сторон. Поднимаю колпачок, наношу клей. И опускаю колпачок. И даю закрепиться. Так, сразу подклею кисточки, чтобы у меня случайно никуда ничего не убежало. Одну и вторую. Я приподнимаю чуть-чуть к бусине и обворачиваю скотчем. Колпачок на сердечке нам надо подрезать. Во-первых, нам надо подрезать вот эти острые углы.
Так, потеряла ножницы. Где же мои ножницы? Вот они. Все вот эти острые уголки обрезаем. И теперь вот у нас идет вот здесь отверстие. И вдоль отверстия по этим сторонам нам надо подрезать колпачок. Вот я с одной стороны подрежу и с другой стороны, чтобы колпачок у нас ровно лег. Я сейчас подрежу и затем еще раз его примерю. Возможно, мне надо будет небольшая корректировка. Да, вот вы видите, он еще не совсем садится. Здесь остается небольшое отверстие, поэтому надо еще подрезать. Я люблю, когда все ровненько, поэтому отрезаю еще с этой стороны и с этой стороны. Вот сейчас у меня колпачок ложится идеально с одной стороны и с другой. И можем подклеивать. Я также натягиваю вешалку и наношу клей. И отпускаю колпачок. Прижимаю и даю закрепиться. Чтобы украсить верхушку стразовой цепочкой, мы вот так вымеряем, сколько же цепочки нам надо. И вырезаем таких 3 отрезка. Теперь я наношу клей на верхушку. Стараюсь полностью ее размазать вот так клеем. Подклеиваю сразу 3 ряда цепочки. И сразу 3 ряда вот так укладываем ровненько. Конечно, все между собой склеиваем. И даем закрепиться. У сердечка мы снимаем размер только вот на первый круг. Полностью вот его по всей верхушке отмеряем. Так не хочет моя верхушка отмеряться. Вот. Сейчас еще раз померю. И по верхушке подклеиваю цепочку. Так, одно звено у меня лишнее. Так, сейчас подлезу и подрежу его. Вымеряю все, между собой подклеиваю. Даем немного закрепиться
И теперь нам надо отрезать несколько звеньев. Вот здесь у меня будет 4 или 5 звеньев. Так, отрежу 4. Сейчас померю. Чтобы заполнить... Нет, все-таки 5. 5 и 3 будет. Здесь по убывающей. Вот теперь я подклеиваю 5 звеньев. И внизу 3 звена. И у меня получится такой плавный переход. Вот. И также подклеиваем с другой стороны. И теперь я украшу верхушку. У меня это 16 номер стразы и более мелкий 10 номер. Можно использовать любые, которые у вас есть. Я наношу клей на верхушку. По краям цепочки тоже наношу клей, чтобы мои стразы подклеились. И украшаю. Украшаю по диаметру, по кругу, извините, не диаметру. Привыкла, что про шары всегда говорю про диаметр, поэтому заговорилась. По краям у меня идут 16 миллиметров, 16 номер, и вот тут я украшу в середине более мелкими стразами. И у меня получается красивая верхушка. Также поступаем с сердечком. И теперь начинаем декорировать боковинки. Я использую стразовую цепочку 2,5 миллиметра. Наношу ее на ленту и подклеиваю к краю, даю закрепиться для начала. Также я поступаю и с сердечком. Наношу клей и подклеиваю цепочку. Придерживаю пальцем, чтобы у меня ничего не соскользнуло, и все выравниваю. Когда цепочка у меня закрепилась, раздвигаю ее и наношу на ленту клей. Укладываю цепочку по краям и затем пальцами вот так подвигаю все. И теперь опускаю вот так вниз цепочку и смотрю, сколько мне звеньев надо отрезать. И теперь полностью подклеиваю цепочку. Цепочка идет практически вплотную до кисточки. Даю закрепиться и так оформляю все остальные стороны. Здесь мы точно так же поступаем. После того, как у нас закрепилось, наносим клей и подклеиваем. Следим за тем, чтобы у нас цепочка шла ровно посередине. Лишнее отрезаем и все подклеиваем. И также поступаем со второй стороны.
Бантики я уже подготовила. На сердечко я использовала шаблон 8 сантиметров и на юлу 9 сантиметров. И подклеиваю кюле. Выбираем сторону, где у нас будет бантик. Вот так насаживаем сверху и теперь вниз, чтобы клей у нас ушел вниз. Ни в коем случае, чтобы не вылез наверху. И прижимаем, даем закрепиться. По необходимости все поправляем. И теперь еще раз объясню, как приклеить бантик на сердечко. Многие приклеивают этот бантик, они его вот садят прямо вот туда. И получается, что вот это все торчит. Не надо этого делать, бантик подклеиваем вот сюда. Тогда он у нас будет ровно лежать. Также наносим клей. И усаживаем бантик вот таким образом. Не надо его туда вглубь засовывать, пихать. Для юлы я буду использовать вот эту филигрань. Отгибаю вот этот край, примеряю, а вот этот наоборот в другую сторону. И придаем немного форму. Получается вот такая вот волна. И примеряем. Если у нас все идеально садится, сможем пришивать. Здесь у меня, вот вы видите, сердечко, я использовала вот эту филигрань. И обычно я на бантик не пришиваю филигрань, но именно в данном случае я буду пришивать вот здесь, здесь и закреплю за бантик. Немного также выгибаю, чтобы у меня как бы все красиво легло. Вот таким образом, чтобы не было, что вот эта часть торчит ровно. И еще один раз покажу, как я пришиваю. Я вот так устанавливаю, придерживаю рукой, никуда уже эту филигрань не двигаю. Прячу узел под низ. Теперь через филигрань выхожу. Снова же в это же отверстие. Через ткань прохожу иглой. Затягиваю. Вот у меня уже тут все плотно сидит. И теперь через нижнюю сторону вот так вот выхожу в какие-то другие отверстия. При этом не двигаю филигрань. Я ее зафиксировала рукой. Так, не тут. Вот. Выхожу на противоположную сторону. Снова через ткань выхожу уже вот сюда. У меня получается сейчас где-то 5-6 стежков, но зато вот так филигрань достаточно хорошо пришита. Не делаю лишних узлов. Теперь переношу руку вот сюда, придерживаю, снова через филигрань в следующее отверстие. И вы видите, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких перепонок будет держать мою филигрань. Я всегда филигрань пришиваю. Многие говорят, что достаточно приклеить, но я пришиваю, чтобы случайно нигде ничего не отвалилось. И еще раз вот здесь закреплю наверху. Здесь надо аккуратно, чтобы не зацепить бантик. Так вот. Снова аккуратно выхожу вот так. Следим за тем, чтобы не сделать затяжку на бантике и не зацепить его. Так, еще раз ухожу вниз. И теперь, чтобы мне удобнее было закрепить, я вот здесь вот просто более плотная, плоская филигрань. Здесь просто неудобно делать узелок. И теперь закрепляю, делаю 2 узелка. 1 и 2. Я часто показываю, как пришивать, но все равно поступают вопросы, поэтому решила. И теперь нитку я увожу под низ. Все, нитка у меня внизу. Теперь можно ее вот там подрезать. Ее не видно. И вот филигрань надежно пришита. Теперь как же мы пришиваем вот эту филигрань? Здесь немного сложнее, так как трудно именно подобраться под филигрань, невозможно. Так, бантик, аккуратно. Невозможно как бы иголкой туда-сюда, но ничего, все возможно. Так, вот я смотрю, где у меня примерно нитка.
вот здесь сразу через филигрань прохожу назад и через ткань. Следим за тем, чтобы не зацепить бантик, иначе вся наша работа будет на смарку. Бантик будет некрасиво смотреться. Так, укладываем через заднюю сторону. Снова вот так я подбираюсь. Напротив выхожу через филигрань. Так, все у меня тут цепляется. Корону убираем. Все надо придерживать. Так, вот. Снова вот тут цепляем за ткань. Следим за тем, чтобы бантик не зацепить. Вот здесь у меня в двух местах уже... Так, нитка порвалась. Дубль номер 2. Снова делаю узел. И все сначала. Ну, здесь можно не все сначала. Вот, зацепила. Так, теперь мне надо выйти. Так, вот видите, не совсем удобно. Так, выхожу. Снова через филигрань. Да, филигрань острая, поэтому, когда затягиваем, вот может такое случиться. Но ничего. Так, теперь через ткань. Так, следим за бантиком. Вот он. Затягиваем. Теперь нитку я креплю вот здесь за бантик. Бантик в этом случае мы не подклеиваем, как бы клеем, иначе нам будет трудно пришивать. И смотрим, где у нас бантик соприкасается с филигранью. Так, сейчас я посмотрю, вот в этом случае я зацепила, ага, вот тут. Вот через верхнюю часть филиграни. Снова назад и через бантик. В бантике цепляем только среднюю часть. Один раз и второй раз нам надо пройти. Так, снова закреплю. Есть. Теперь нитку снова через бантик. Могу унести вот тут иголку где-то вниз, где мы сможем выйти. Так, вешалка зацепилась. Вот в процессе работы такие маленькие неудобства. Вот, и еще раз закреплю вот здесь. Так, через ткань. Здесь уже каждый действует как удобно, потому что не везде иголку можно просунуть. Так. Или сначала через филигрань, затем за нижнюю часть снова проходим через ткань. Вот там, где у меня ниточка порвалась, мне хочется закрепить. Так, нитку на одинаковое расстояние. Снова через ткань, филигрань, еще раз через ткань и сделаем узелок. Как я показывала, узел под заготовкой. Так, узелок еще раз показываю, кто не видел. Крепим за ткань. Так, сейчас пройду. Там совсем чуть-чуть. Вот, закрепила. Теперь вот эту нитку, которая следует за иголкой, один раз и второй раз. И вот так утягиваем назад. Если вы не утянете, нитка может запутаться. Все, узелок у меня есть. И теперь подрезаю нитку. И филигрань у меня надежно пришита. Сейчас я буду делать выкладку. Вы часто задаете мне вопрос, какие стразы я использую. Я использую то, что у меня есть в наличии. И каждый раз, конечно, моя выкладка немного отличается, но она получается красивая. Поэтому ответить вот так на вопрос, какие именно размеры я использую, как бы, ну, невозможно. Я обычно перед тем, как работать, выкладываю на плоской основе все стразы и смотрю, что же у меня получается. Так, сейчас я нанесла достаточно много клея на середину и вот так на эти крайние вытянутые вот эти места
филиграни, чтобы подклеить основные вот эти камни. Здесь у меня камень чуть-чуть побольше. И я укладываю вот так. И когда вы начнете пришивать филигрань и клеить уже стразы, то по мере работы вы будете понимать, в каких местах делать стежки, чтобы не было видно ниток, когда будет готова выкладка. У меня уже это, не знаю, отработано, я уже это знаю наизусть. Поэтому получается так, что вроде бы я шью белыми нитками, но у меня ничего не видно. Так, сюда я добавляю, так сразу намажу вот эти края средние. У меня выкладка уже в голове, я уже ее знаю наизусть. Для нанесения клея использую зубочистку. Очень удобно вот так брать, именно сколько клея мне надо, и все подклеивается. Только вот на среднюю часть я там выдавливаю, потому что знаю, что как бы там нужно много клея. И также мне задают вопрос, пользуюсь ли я уху. Конечно, пользуюсь. Но вот именно вот этот клей Е6000, долгое время я с ним не работала. Когда-то покупала в Китае, и через какое-то время клей пожелтел. Поэтому я долго отказывалась от него. Но так получился момент, что уху у меня закончился, и надо было что-то думать. Я пошла к нам в магазин и купила вот клей Е6000 именно американского производства. И могу сказать, что не разочаровалась. Именно американского производства он по качеству хороший. Если китайский брать, то он, конечно, не очень хороший. Так, теперь сюда я заполняю мелкими стразами. Также эту выкладку уже показывала много раз. Вот все ниточки у меня прикрываются, ничего не видно. Аккуратненько наносим зубочисткой клей. И также сейчас украсим верхнюю и нижнюю часть. И когда клей подсыхает, это полное высыхание 24 часа, клей держит, ну, зубами не оторвать. Как-то я перепутала выкладку, сделала не те стразы и как бы другую выкладку, решила ее снять. Выкладку стразы не сняла, пришлось делать новую игрушку. Я уже говорила, что вот этими мелкими стразами, размер 5 на 9, я заполняю все пустые места. Очень удобно иметь в наличии именно вот такие стразы. Верхняя часть у меня оформлена, и также поступаем с нижней частью. И когда мы уже подклеили все, то берем пинцет и все поправляем. Пока здесь еще все не загустело, как бы клей еще такой жидкий, можно все поправить. Поэтому все поправляем, чтобы у нас все было ровненько. Теперь как мы делаем эту выкладку. Здесь я также использую стразы, которые у меня есть в наличии. Вот сюда я подклею вот такой страз. Наверху у меня будет большая стразина, вот такая, по-моему, 13 на 18, что-то такое. Здесь можно нанести клей уже прямо из тюбика. И все вот эти края как бы пододвигаю к середине. Не просто страз приклеиваю, а вот этот носик чуть-чуть опускаю, а вот этот хвостик поднимаю. Так, здесь у меня будут круглые стразы. Тоже как бы я делаю разную выкладку, вы, наверное, заметили.
Вот какие розовые у меня есть в наличии, те я и использую. И теперь все места, как всегда, буду заполнять. Так, сначала приклею тут наверх, нанесу клей, и вот эти все места заполнять 5 на 9 стразы. Мои спасительные стразы. Вот таким образом. И между ними приклеим еще по 2 стразы. По 2 страза, скорее всего, наверное, правильно. И также поступаем со второй стороны. И теперь, когда у нас все подклеено, берем пинцет и все поправляем, чтобы все у нас было ровно. Ну и теперь нам осталось подрезать бантики и обработать огнем. С одной стороны и с другой стороны. И также поступаем с бантиком на юле. И вот такие игрушки у меня получились. Розовый цвет с золотом. И я люблю больше работать именно розовый цвет с серебром, но это заказ. Клиент захотел, конечно же, я сделала. Напишите мне, что вы больше предпочитаете, золото или серебро, фурнитура с розовым цветом. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.